со всеми, подведение итогов и так далее. Ну все, пожалуйста, Юля. Они с места закрывают. Так вот лучше туда. Hello everybody. Добрый день, но это все понимают. Привет всем. Привет. Привет. My name is Phil Boswell and I come from the UK. I'm a director of a company called Connevans. Меня зовут Фил, я приехала из Великобритании, я директор компании Connevans. And today I will be talking a little bit about the 21st century attitude of British society to disabled people. Сегодня я собираюсь немножечко рассказать вам о отношении британского общества в 21 веке к людям с ограниченными возможностями здоровья. The law we have, which is called the Equalities Act, О законе, который мы называем акт о равных правах. and the role of teachers working with disabled children. И о роли учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. And we'll talk a little about educating deaf students at all levels. И мы немножко поговорим о образовании глухих детей на всех уровнях. And the equipment which we have which can help. И о том оборудовании, которое может помочь в нашей работе. But firstly, thank you to Mr. Boris and Radmila for inviting me to Moscow. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Бориса и Радмилу за то, что они пригласили меня в Москву. I feel very privileged. This is my 10th visit to Russia. Я чувствую, что это очень большая для меня привилегия. Это уже 10-е посещение России. It's like my second home. Это уже как второй дом для меня. And I must tell you that my wife is a teacher in the UK. Я должен сказать вам, что моя жена учитель в Великобритании. And she sends her best wishes to everybody too. И она посылает наилучшие пожелания всем здесь присутствующим. She tells me sometimes I talk too much. Она говорит, что иногда он слишком много говорит. So my wife gives you her permission to tell me to stop when I've had enough. Да, и моя жена разрешает вам остановить его, если это нужно быть. Его жена. At Connevans we design, we manufacture and we supply equipment for people who are deaf or hard of hearing. И в нашей компании мы разрабатываем, производим и поставляем оборудование для детей и слабослышащих. And the equipment we supply is used in education, at work, at home or at leisure. И то оборудование, которое мы производим, может использоваться дома, на работе, в образовании и во время досуга. And as you can see from these photos, we are very proud to be a supplier to the Queen in England of equipment. И на этих фотографиях, из этих фотографий вы можете увидеть, что мы очень горды тем, что Ее Величество Королева Елизавета II признает нашу работу, и как бы мы производим, поставляем оборудование, можно сказать, по ее поручению. We've supplied equipment to Buckingham Palace. Мы поставляем оборудование в Букингемский дворец, which is the Queen's home in London, что, как вы знаете, является домом королевским в Англии. and to two other places, Windsor Castle, which is an old castle, and to her home in Scotland as well. Ну также еще в два дома, в ее дом в Шотландии и Уинстер. So, now let's talk about the 21st century and the attitude of British people to disabled people. А теперь давайте поговорим о 21 веке, об отношении британского общества к людям с ограниченными возможностями. The idea is tolerance, equality of rights, and access to everywhere and everyone. И главная идея, конечно, заключается в толерантности и в обеспечении доступной среды для всех. It is against the law in our country to discriminate against people if they are disabled.
in employment, the provision of goods, so selling things, and also education and transport. И в Англии считается противозаконной дискриминация людей с ограниченными возможностями только потому, что они являются людьми с ограниченными возможностями по здоровью в сфере образования, в сфере предоставления разных услуг, в сфере транспорта и так далее. So everybody should be given the same opportunities. Каждому человеку необходимо давать разные возможности, равные возможности. But to remind us to do this, we have a law across the country in place. И я хочу вам сейчас напомнить, что у нас есть закон, Law Act of 2010, yes? Not quite yet. In 1995, в 1995 году we had the first law мы приняли первый закон, which was called the Disability Discrimination Act. Который назывался акт о дискриминации и дискриминации людей с ограниченными возможностями по здоровью. But these are quite negative words in our language, so 15 years later the law was updated to become the Equalities Act. Но эти слова имеют достаточно отрицательное значение в английском языке, такие как инвалидность, дискриминация, поэтому спустя 15 лет они решили принять закон уже, в общем-то, с немного другим названием о равенстве прав. Now, how does this apply to education? Как же, how do this? Affect education? Как же влияет это на образование? Nurseries, schools, colleges and universities, they are all covered by this Act of Parliament, this law. И все образовательные учреждения, начиная с детских садов, работают, можно сказать, под этим законом. So a school should not offer less favourable treatment to a student because of their disability. И школы ни в коем случае не должны ущемлять детей с ограниченными возможностями здоровья в предоставлении, скажем так, образовательных услуг. And they should make a reasonable adjustment to fully include every disabled student. И они должны сделать разумные корректировки, корректировки в образовательных своих программах и техниках для того, чтобы обеспечить полное включение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную нормальную среду. Now the adjustment could be what you might expect. In this picture in the middle, there is a ramp for a wheelchair. И что касается таких вот корректировок, то есть вы можете на средней фотографии увидеть, например, вот такие вот специальные лестницы подъемные. So they are primitive. It's a ramp that goes up. Окей. Вы видите, да, специальные такие подъемы для детей, которые, видимо, не могут ходить на креслах. But also for a deaf child, they should make adjustments. So the lady on the left, she has a radio aid to help her. И, конечно же, такие же возможности должны быть обеспечены для глухих детей, для детей с слабослышащих детей, например, вот та вот леди справа, это учитель, да, у нее в руках специальная радиосистема. And the lady on the right, Hayley, she's a teacher and she's using a sound field system so all the students can hear. И леди справа, учительница, она использует систему звукового поля, так что все ученики в классе могут ее слышать. Now, the teachers of the deaf in the UK, they have an association. It's like a union or a group, and they're called the British Association of Teachers of the Deaf. И британские учителя, которые работают в данной сфере, они, конечно же, организованы в специальные ассоциации, как, например, ассоциация учителей, работающих с глухими детьми. This group work hard to promote education for deaf children and young people. Эти ассоциации работают для того, чтобы обеспечить образование для глухих детей. They also work hard to get the best information
for each other as a group. They share their information. Также они обмениваются информацией внутри группы в своей работе. And they use an expression which I suspect you might agree with: in unity there is strength. И они используют выражение, с которым вы наверняка согласитесь, что в единстве наша сила. And this is a group of teachers who specialize in teaching deaf students. Это специальная группа учителей, да, которые специализируются на работе с детьми, слабослышащими и глухими детьми. So for the next few minutes, I'd like to give you some figures. I know figures can be boring, so I apologize for this. И в течение нескольких следующих минут я хотел бы предоставить вам некую статистику, несколько цифр, чисел. Я знаю, что это достаточно скучно. So there are 8.5 million students, full-time students in the UK. Как вы видите, да, что здесь уже написано, что 8,5 миллионов студентов Великобритании учатся в рамках очного образования. And of that number, over 14% have an additional special need. И где-то приблизительно 14% среди этих студентов это студенты с особыми образовательными потребностями. But that special need could be hearing. Could be hearing. Hearing, deafness. Окей. Это может быть глухота. Or they may be blind. Может быть слепота. Or in a wheelchair. Или дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Or a learning difficulty. Или те дети, которые имеют проблемы с обучением. Or there may be other special needs these children have. И может быть какие-то другие еще образовательные потребности. And some of them have more than one additional need. И некоторые из них имеют более чем одну, скажем так, потребность. Не потребность, а видимо disability, то есть какое-то нарушение здоровья. But the children we're interested in today is the children who are deaf. Ну и, конечно же, те дети, которые нас интересуют вот в данный момент, это глухие дети. And there are 50,000 of them in schools in the UK. И в Великобритании где-то 50 тысяч таких детей обучаются в школах. And the teachers of the deaf have approximately 48 children each to look after. That's a big number, so how do they do that? И на каждого учителя приходится 48 таких детей. Это, конечно же, очень большое число, и возникает вопрос, как же учить такое большое количество глухих детей и слабослышащих. The answer to that question is they have lots of help. И ответом, конечно, является предоставление им помощи. И то, что они действительно получают очень большую поддержку. Primarily because 78% of those deaf children go to mainstream schools. И 78% таких детей ходят в обычную общеобразовательную школу. And they have equipment and extra support to help them. И эти школы снабжены специальным оборудованием, и там работает специальный штат учителей для поддержки и для помощи им в образовании. And 7% of those children go to a mainstream school where there's a unit in the school specifically for deaf children. И 7% детей ходят в общеобразовательные школы, но в которых работает специальное, скажем так, отделение для таких детей, для слабослышащих и глухих. So altogether, 85% of deaf children in the UK go to a mainstream school, which hopefully will be very close to their home. They can go with their friends and their family, and they don't have to go a long distance to the school. И в общем 85% детей Великобритании ходят в общеобразовательные школы, которые находятся недалеко от их дома, и, собственно говоря, они имеют достаточно, скажем, такой быстрый доступ к образовательной среде, и рядом находится их дом. Им не нужно ехать никуда специально. 85% детей. So there are all the obvious benefits to the children of being able to stay at home and go to their local school with their non-deaf friends and family members. Ну и, конечно же, такие дети, они получают опыт общения со своими сверстниками, и школа
integrated from when they are integrated into normal society, their local society, from when they start school. И таким образом они интегрированы как бы в местные такие вот условия, в сообщество с самого раннего возраста. And just 15% attend special schools. И всего лишь 15% посещают специальные школы. Now, apart from the social benefits, it's quite obvious that one of the other benefits is this is much cheaper, less expensive for the educational authorities. So that's one of the other reasons why we have this situation. И кроме того, что дети получают такой опыт социальный, в общем-то, это очень благоприятная для них среда, кроме всего прочего, это еще и гораздо дешевле для родителей посещать такие, если дети посещают такие общеобразовательные обычные школы. So when the deaf students finish at school, over 74% of them go on to higher education, to college or university. И где-то приблизительно 74% детей, которые заканчивают такие школы, продолжают образование в высших образовательных учреждениях. And I'll just pick out one or two other figures on here. 87% of deaf children use spoken English. И 87% глухих детей используют разговорный английский язык, пусть и не говорят. And I think that's largely because they have hearing equipment available to help them. Это происходит, конечно, благодаря тому оборудованию, которое помогает им. And just 13% use British Sign И Language. всего лишь 13% используют британский язык жестов. But in case you're wondering, the reason for these figures, these puppets here, is because they are for teaching sign language. И вот почему вот эти вот такие вот фигурки, куколки здесь продемонстрированы, потому что они используются для обучения языку жестов. All of the puppets have big hands. И все вот из этих вот кукол имеют большие руки. For a little child, it's much more fun to learn sign language from a puppet, from a pirate, than it is from a boring old person like me. Ну и, конечно же, для ребенка это гораздо веселее изучать язык жестов, да, с помощью таких кукол, а, например, не с помощью Фила. So these puppets are very popular at home. Вот такие куклы, да, у них очень популярны. My wife has the pirate in her classroom. Например, у его жены в классе есть вот такой вот пират. He's called Pirate Jack. Пират Джек, да, его называют. So there are 3 types of school for disabled children in the UK. В Великобритании есть 3 типа школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. And I don't know if you can see, but this school on the left, there's an aeroplane just on the far side. Okay, so these schools. This school here has an aeroplane flying by. Там летит самолет. Да, вот эта школа рядом, там летит самолет. This school is near London Airport. Эта школа находится рядом с лондонским аэропортом. And it's very noisy. И очень шумно там. So we installed equipment here. И поэтому мы установили оборудование там. Not just for the deaf children, but for all the children, so they could hear their teacher. И не только для глухих детей, но и для всех детей, включая учителей. Anyway, the 3 types of school. В любом случае, значит, существует 3 типа школ. Школ, извините, Великобритании. There's the mainstream school. Общеобразовательная школа. A mainstream school with an additional unit for deaf children. Общеобразовательная школа со специальным подразделением для глухих детей. And the special needs school. И специализированные школы для глухих детей. And this Не is только обязательно для глухих, просто специализированные школы. this is just one example Это всего лишь один пример, да? of a school. This happens to be the school my children went to. Happens to be not. This is the school my children went to. Это вот как раз та школа, куда его дети ходили, да? And they have some deaf children in this school. И в этой школе есть несколько глухих детей. They go to all the usual lessons.
И они ходят на все обычные уроки. And they have some support from the teacher of the deaf. И они получают, понятно, поддержку и помощь от учителей для глухих детей, которые работают с глухими детьми. But in this school, most importantly, they have equipment to help them. Но что самое важное, в этой школе они имеют специальное оборудование, которое помогает работать с этими детьми. And this school receives funding from the government, and they follow the normal curriculum that all children in the UK follow. И в этих школах эти школы спонсируются, финансируются местными властями, и они работают по общеобразовательным программам, да, принятых в государственном масштабе, скажем так. So this is how most deaf children in the UK are educated. И вот это как раз тот тип школ, в которых обучается большая часть глухих детей в Великобритании. And then we have a mainstream school with a specialist unit in the school. И теперь мы поговорим об общеобразовательной школе со специальными отделениями для глухих детей. This is a school close to London. Эта школа находится рядом с Лондоном. And 7% of deaf children go to this type of school. И 7% глухих детей в Великобритании посещают такие школы. Some of the classrooms may have been specifically adapted for the deaf children. Некоторые классы в таких школах могут быть специально адаптированы для глухих детей. And they will have some lessons in those classrooms, and then other lessons they will share with the rest of the children in the school. Они имеют несколько уроков в таких специализированных классах и какие-то уроки в обычных классах. But of course, one of the obvious benefits here and at the other school is that the school is close to home, and the children will be socializing with their friends and other family members, and they'll be integrated as part of that community. И, конечно же, опять же, главные, скажем так, положительные моменты того, что дети обучаются в таких школах, это то, что они социализируются, то, что эти школы находятся рядом с их домом, и они не удалены от своих друзей, да, от своих родителей. And the third type of school is a special school for disabled children. И третий тип школ — это специальные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. And on the right there's my friend Jenny. И справа вы можете видеть моего друга Дженни. And you can see that although this is a school for children who are deaf, Jenny's talking to a wheelchair user on that day. Okay, and Jenny, and who is Jenny? That's Jenny on the left, she's the teacher. Jenny это учитель, да, она слева, да, она разговаривает с глухим ребенком, and this child has extra disabilities. Yes, he uses a wheelchair and he uses hearing aids. И этот ребенок, да, у него проблемы со слухом и, кроме того, и с опорно-двигательной системой. Many of the schools for the deaf also cover other disabilities, whether it's physical movement or whether they might be they have learning difficulties as well. И такие школы работают с детьми с разными проблемами, не только с глухими детьми, но и с детьми, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, со слепыми детьми. То есть всевозможные проблемы, скажем так, покрываются таким типом школ. But because there are less of these schools, the children have to travel further distances, or sometimes they have to live at the school, which is sometimes more difficult for them. Ну вот, к сожалению, да, детям приходится иногда проезжать достаточно большие расстояния для того, чтобы учиться в таких школах, да, или иногда им приходится жить, видимо, это как школы-пансионы. И это, конечно же, большая проблема. Интернаты, это просто Великобритания. So if we can, the first choice for most deaf children is to be educated at a school close to their home. Ну и, конечно же, самый главный, основной выбор — это чтобы учиться рядом
how do you become a teacher of the deaf? Как же стать преподавателем для глухих детей? The first thing is to train to be a teacher. Прежде всего, конечно же, нужно получить педагогическое образование, да, в сфере сурдопедагогики. So all of our teachers of the deaf become a teacher first. И все наши педагоги в первую очередь, не в сурдопедагогике, just at first pedagogical education, yes? Okay. То есть сначала они получают педагогическое образование, и, то есть прежде всего они должны получить профессию учителя. And then they do an extra course to become a teacher of the deaf. И после этого, конечно же, они получают дополнительные какие-то, проходят дополнительные подготовки, посещают дополнительные курсы, чтобы стать специалистами в области сурдопедагогики. So teacher first. Сначала они становятся учителями, specialist next. И затем уже специалистами в области сурдопедагогики. And they might also do another specialist. They might become a teacher of the deaf, but they could also become a teacher of the blind, or they could specialize in autism or other special needs. Ну и, конечно же, да, после получения образования педагогического они могут получить специальное образование не только в сурдопедагогике, но и работать со слепыми детьми, с детьми с аутизмом, и с разными другими проблемами. And every school in the UK has someone who is responsible for all the children with special needs. They call them a SENCO, which is the Special Educational Needs Coordinator. Special Educational Needs Coordinator. Okay. И в каждой школе в Великобритании есть тот человек, который отвечает за получение образования лицами с ограниченными возможностями, который называется... Это у кого сложный дефект special needs. Special needs это сложный дефект. Как мы говорим в дефектологии, сложный дефект. Special needs это не особо образовательные потребности. Special needs это сложный дефект. Слепоглухие, deaf and blind. Вот special needs. Да. Или глухой с ментальными нарушениями. Это special needs. Я думаю, с 93-го года ничего не поменялось. Когда там... Ну, вы специалисты? Да. Это special needs, это несколько другое. Special needs, еще разок, это? Сложные дефекты, сложная структура дефекта, сочетание нарушений. Дети хорошо со сложной структурой дефекта. Глухой и слепой, глухой умственно отсталый. Вот это special needs. Это область моих профессиональных интересов. Конечно же. We use the expression special needs on purpose. It's very specific words. Special means the implication is special means important. Ну нет, в Великобритании они все-таки используют вот этот вот термин special needs как действительно важность и действительно особые потребности. Это не связано с комплексом нарушений. Вот именно их термин не связан с комплексом нарушений. It's a very positive word. То есть это очень такое положительное слово. So technology is very important to help deaf children in school. И, конечно же, технологии очень важны для того, чтобы помогать глухим детям обучаться в школах. The Swift digital sound field system helps everybody to hear. И динамик-усилитель Swift Digital, цифровое оборудование, помогает всем детям слышать. The FM Genie radio aids help deaf children hear. И FM-система FM Genie помогает слышать всем глухим детям. The ATU30 helps deaf children to learn to speak. И слухоречевой тренажер АТУ, да, 30, помогает развивать речь. And the babble guard at the end helps children learn to keep quiet and to listen. И аппарат Босвелл Фил помогает детям оставаться, в общем, поддерживать, скажем так, тишину для того, чтобы хорошо слышать. This Swift digital classroom system is being used in many classrooms across Russia, and it delivers the teacher's voice clearly throughout the room. Акустическая система звукового поля Swift Digital помогает распространять голос учителя по всей аудитории
sound field we are aiming for clarity, not volume. И с помощью акустической системы Sound Fill мы добиваемся именно чистоты, ясности звука, а не обязательно силы звука. It's very important that everybody can hear. Очень важно, чтобы каждый ребенок мог слышать. And with radio aids, this is a slightly different idea. The teacher has a microphone and just the people with the receivers can hear. И что касается радиосистемы FM Genie, то она слегка такая специфичная, то есть учитель имеет микрофон и слышать его может только тот, у кого есть приемник. They are to help a deaf student hear clearly using their hearing aids. Она помогает тем, кто носит слуховые аппараты, слышать более ясно, более четко. In this example, the guy on the left is the teacher. И слева вы можете видеть, слева, in that, yeah, that is a teacher. Okay. Слева вы можете видеть учителя. And the lady, Rebecca, she's a student, but there could be 2, 3, 4, 5, 10 students, all with receivers. И Ребекка студентка, ученица, да, и может быть несколько таких студентов с аппаратом, который принимает сигнал. A radio aid will help to overcome background noise. Радиосистема помогает преодолеть фоновые шумы. It also helps to overcome distance by delivering the teacher's voice directly to the ears of the student. Это также помогает преодолевать расстояние благодаря тому, что голос учителя непосредственно достигает, скажем так, слухового аппарата. Even the very best hearing aids can't do this because the microphone for the hearing aid is in the hearing aid. So we're making the microphone for the radio aid next to the teacher's mouth. И данная система усиливает работу слуховых аппаратов, поскольку микрофон у учителя находится прямо непосредственно возле рта, и в слуховом аппарате приемное устройство находится у ребенка в ухе. The auditory trainer has been used for many years very successfully in Russia. И речевой тренажер АТУ-30 используется достаточно успешно уже на протяжении нескольких лет в России. This is to help a deaf child learn to understand and speak. Эта система помогает ребенку понимать и тренирует его навыки речи, понимания и речевой навыки. One of my most memorable experiences in Russia was a few years ago in Tambov. Один из самых запоминающихся моих опыта пребывания в России, когда я был в Тамбове. When a young girl called Maria, for the very first time in her life, she heard the sound of her own voice using this equipment. Когда девочка по имени Мария впервые услышала свой голос при помощи данного оборудования. So when she could hear her own voice, her smile was this wide. Когда она услышала свой собственный голос, конечно же, она улыбалась. Because from then on, she can then learn to communicate with her friends, and she can learn to speak the same as her friends and family. И при помощи этой системы, конечно, она может учиться общаться со своими друзьями дома. So this system is to help children to speak by giving them volume and clarity. Эта система позволяет детям учиться, обеспечивая частоту звука и объемное звучание, громкость. And this is a very simple idea. И Bubblegap — это очень простая идея. Quite simply, it listens to the volume of noise in the room. Quite simply, It listens to the noise. Yes. Okay. Эта система слышит шум в комнате. And it changes color according to the level of noise. И она меняет цвета в зависимости от уровня звука. And of course, the
colours we use are the same colours used around the world: green, yellow or amber, and red. Конечно же, мы используем те цвета, которые используются в светофорах. Это зеленый, красный, желтый. And that reminds me, I must tell you that every time I come to Russia, I always learn something new. Again, sorry? Each time I visit Russia, I learn something new. Фил говорит, что каждый раз, когда он приезжает в Россию, он узнает что-то новое. And this time I've noticed how good your traffic lights are. И в этот раз он заметил, да, насколько великолепно работают наши светофоры. Я просто не поняла вначале к чему. Because your traffic lights, they all have the second counter, the count that counts down 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Our traffic lights? Yeah. You have the red, green and amber. Yeah. And next to the sign, there's the second counter. Еще один счетчик есть. Ну да, счетчик есть. Сколько минут, через сколько секунд можно пойти. Which we don't have in the Раньше UK. только в Вашингтоне, в Нью-Йорке, теперь в Москве. But it's a brilliant idea because it tells you when the traffic light's going to change. But we don't have that in the UK. We just sit there and wait. Великолепная эта идея. Они не используют такие светофоры. В Англии, вы можете подсчитать, когда просчитать свое время, когда вам нужно начинать движение. So simple and so clever, but we haven't got that. Да, это настолько просто и настолько умно, но у нас этого нет. Anyway, with this very simple piece of equipment, we are using the traffic light colours. So if the classroom gets very noisy, the light will change to red. И если используя эту систему, мы можем регулировать шум в классе. То есть если в классе становится очень шумно, то цвет меняется на красный. So the children can regulate their own level of noise. When they see the light go red, they'll be quiet. Поэтому дети могут сами регулировать шум, который они производят. То есть если они видят, что цвет меняется на красный, то они становятся потише. It's a very simple idea, but very effective. Это очень простая, но очень эффективная идея. So in summary, Ну и в заключение, we've talked a little bit about British society, about the attitude of tolerance, of equality of rights and access. мы поговорили с вами немного об изменении британского общества в данной проблеме, в отношении толерантности, в отношении равных прав, в отношении обеспечения доступной среды. And the law that we have in the UK to make sure that we remember to do the right thing. И о том законе о равных правах, да, который напоминает нам, да, что мы все равны. And we've also talked about the three types of school that our disabled children go to. The mainstream school with a special unit, and a special needs school. Также мы поговорили о трех типах школ, об общеобразовательной школе, со специальными отделениями для детей с ограниченными возможностями по здоровью и о специализированных школах. And we've talked a little about the technology which is available to help the deaf students and the teachers of the deaf. И мы немного поговорили о тех технологиях, которые используются для помощи детям, глухим детям и слабослышащим детям в образовании и помощи учителям. And lastly, I would like to say thank you again for inviting me here, and it's a privilege and an honour to work in partnership with Mr. Boris and Rev Miller and the Centre of Hearing and Speech for Boswell. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить за то, что меня пригласили сюда. Это большая привилегия для меня. Я счастлив работать с Борисом, с Радмилой в вашем центре. And before I go and catch my plane, have I been okay with my wife? Have I talked too much or too little? Okay, and как насчет того, о чем говорила его жена? Слишком много он говорил или слишком мало? Okay, thank you. Спасибо. Спасибо. Коллеги, может, сразу вопросы есть? Да, вот, пожалуйста. Надежда. Мне
Надежда. А учителя глухих, то есть глазащие? Нет, глухие учителя знают жесты, ты тоже знаешь жесты. Нет, слышащие учителя знают жесты. Так вот. Жестовый язык. Микрофон можно, пожалуйста? Да. Учителя глухих детей знают жестовый язык? Вот этот вопрос. Знают ли учителя глухих детей жестовый язык? В Великобритании так. Okay, and do teachers of deaf children know the sign language? Most do, but not all. Большинство знают, но не все. Because most teachers of the deaf don't teach using sign language, they teach orally. Потому что большинство преподавателей, работающих с глухими детьми, не общаются с ними устным образом, не используя язык жестов. Any other questions? Да. Thank you very much. Yeah. Есть You're еще welcome. вопросы? Еще Спасибо. вопросы. Какие-нибудь вопросы? Ну, коллеги, продолжаем дальше. Нет, ну, вопрос. Лондон – это жестовый, жест Лондон. Вы представляете Лондон? Okay. Представляете ли вы? Лондон, но на Лондоне рассказывают больше. Okay, and have you been talking mostly about London or about Great Britain? About Great Britain in А general. мы работали в проекте с Бристольским открытым университетом много лет. Okay, and they used to work with Bristol, открытый университет. Бристольский открытый университет. Bristol Лаборатория Босвелл. Yes, very good. Understand. Yeah. Поэтому у нас несколько, ну, чуточку другие представления. Мы немножко Okay, because решили. they've got a little bit different ideas, yeah. From Некоторые, Bristol. Yeah, yeah, yeah. Мы были в королевских школах только. Okay, because they visited just royal schools. Very good. Хорошо, он может попрощаться, все. Okay, and we'll tell you, say goodbye to everybody, and we can probably go to Thank you. So, thank you very much for inviting me. Thank you for having me. As always, it's been my pleasure to be here, and I will send your greetings, if I may, to my wife and her teaching colleagues back in the UK. И большое вам всем спасибо, да, это было для меня очень большим удовольствием, да, присутствовать здесь, то, что меня пригласили. I will send your greetings back to my wife И, and her colleagues. да, и Фил уверен, да, что вы передаете привет его жене, тоже ее коллегам. Of course, yeah, they are sending greetings to your wife, yeah, Thank you. and to your colleagues. Thank you. Спасибо. Спасибо.